Всем привет! Сегодня я буду пересаживать свои петуньи. И на примере одной петуньи покажу, как их нужно пересаживать. Это петунья богиня. Я ее буду пересаживать уже в кашпо на постоянное место жительства. Кашпо у меня 5-литровая. Это петунья ампельная, каскадная. У нее уже много новых отросточков. И я думаю, после пересадки в кашпо она уже начнет потихоньку цвести. И еще сегодня пересажу лобелию. Вчера я пересадила вместе с вами в кашпо свои помейки. Вот смотрите, какие они прекрасные. Лобелейка сразу такая упругая стала, поднялась. Прекрасно себя чувствует в таком кашпо. И еще сейчас вам покажу, что я еще вчера пересадила. Пока не ушла с этой комнаты, покажу вам свои пеларгонии. Смотрите, это которые я пересаживала одни из первых. По 5 сантиметров оставляла росточки. И вот такие они у меня уже огромные. Смотрите, какая красота. Вот распускается чисто красная. Вот в этом горшке у меня белая. Это не цветок, а просто чудо. Вчера вместе с ипомеями я еще пересадила вот такую петунью. Это тоже богиня. В этом году я сеяла 3 сорта петуний. Дабл Каскад, богиня и бургундия. Вот из всех петуний осталась одна бургундия и одна Дабл Каскад. Все остальные у меня богиня. Вот я их сейчас уже пересаживаю в такие горшки. Это горшок у меня диаметром, конечно, он немножко маловат, диаметром 20 сантиметров. Это лобелия, это тоже петунья богиня. И вот еще одна лобелия. Я им сделаю подвесы из веревочек. Позже вам покажу, как делать веревочные подвесы. И они у меня будут ампельно свисать. А сейчас пойдем пересаживать петунью 5-литровый горшок диаметром почти 25 сантиметров. Прежде всего в горшок дренаж. У меня пенопласт. Пенопласт это многоразового использования. На следующий год вы его можете, когда будете менять грунт, его промыть, высушить, и он будет у вас в использовании на следующий год. Грунт рыхлый, садовая земля, грунт покупной, песочек и агроперлит. Засыпаю грунт в горшочек, ставлю горшочек с петунией, чтобы боковушечки горшочка, в котором находится петуния, были на одном уровне с боковушечками нашего горшочка. Присыпаю грунтом. Не пересадка называется, а перевалка, не нарушая корневую систему. Я уже все это делаю на улице, так как на улице есть возможность, чтобы меньше было грязи в доме. Все, сделали углубление, вытягиваем росточек, вынимаем его. Смотрите, какая хорошая корневая система. Я ее немножечко расправлю. И опускаем в луночку, которую мы сделали. Подсыпаем грунтом. И немножечко вдавливаем, прижимаем. Вот так. И все. Наша петунька пересажена. Проливаю водичкой.
слегка, чтобы не сильно спрессовалась земля вокруг цветочка, проливаю слегка. Грунт достаточно влажный, поэтому ей будет достаточно такого полива. Одеваем подвес. Обязательно смотрите, вот на ребрышках есть 3 усилителя. Подвес одевать на эти усилители. Следующую будем пересаживать лобелию. Вот такие у меня горшочки. Но так как диаметр у них очень маленький, пересаживать лобелию точно так же, как петунию, у меня не получится. Поэтому я просыпаю грунт, вытягиваю растения. Аккуратно с лобелией нужно обращаться аккуратно, потому что это очень нежное растение. Смотрите, какие уже корни. Корневая уже очень хорошая. Уже все растения просятся, чтобы их пересадили. Придерживаем само растение и по бокам присыпаем грунтом. Немножко придавливаем. Когда лобелия разрастется, будет шапка из листьев уже свисать по краям горшочка, ее нужно будет подстричь для более пышного кустика. Просто берете макушку, срезаете ножницами, и растение будет более пышно развиваться и разрастаться. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.